Большинство людей живет в повторяющемся состоянии и не замечает этого. Кажется, что каждый день разный, но по факту внутри повторяются одни и те же реакции, эмоции и решения. Меняются события, меняются обстоятельства, но способ, которым человек их проживает, остается тем же. Это воспринимается как «моя жизнь», «мой характер», «я так устроен». Хотя на деле это просто устоявшаяся работа нервной системы, которая раз за разом воспроизводит знакомые паттерны. Нервная система не просто реагирует на реальность, она заранее ее собирает. Сначала происходит телесный сдвиг, легкое напряжение, изменение дыхания, внутренний импульс. Затем возникает реакция. И только после этого появляется мысль, которая объясняет, что произошло. Поэтому создается ощущение, что «я подумал и потом почувствовал». Хотя на самом деле все происходит наоборот. Сначала тело и система, потом мысль. Это не причина, а комментарий к уже случившемуся. Из-за этого человек живет не в самой реальности, а в ее предсказанной версии. Нервная система опирается на прошлый опыт и заранее решает, как будет воспринято происходящее. Если внутри есть напряжение, даже обычная ситуация будет ощущаться как давление. Если есть тревога, нейтральные вещи будут казаться угрозой. Это не ошибка и не слабость, а способ, которым система пытается стабилизировать мир. Она не ждет, что произойдет. Она заранее формирует, как это будет переживаться. Нервная система работает не в режиме ожидания, а в режиме постоянного воспроизведения. Она не смотрит на мир с нуля каждый раз. Она опирается на уже накопленный опыт и запускает знакомые реакции еще до того, как человек осознал происходящее. Это создает ощущение, что жизнь развивается сама по себе, хотя на деле она во многом повторяется по уже проложенным внутренним траекториям. Эта повторяемость и есть цикличность. Один и тот же внутренний фон запускает одни и те же реакции. Реакции приводят к похожим решениям. Решения — к похожим ситуациям. И затем все закрепляется снова. Человек может менять внешние условия, но если состояние нервной системы остается тем же, он будет проживать новые события по старому сценарию. Поэтому часто возникает ощущение «я уже это проходил», даже если формально обстоятельства другие. Цикл замыкается очень быстро. Сначала появляется внутреннее напряжение или импульс. Затем система автоматически выбирает знакомую реакцию. После этого подключается мысль, которая объясняет происходящее и делает его логичным. И в конце человек получает подтверждение. Все так и есть. Хотя на самом деле это была не объективная реальность, а замкнутый круг восприятия, который сам себя поддерживает. Важно, что этот цикл не является чем-то плохим или ошибочным. Это базовый механизм выживания. Нервная система таким образом экономит ресурсы и снижает неопределенность. Но в современных условиях это приводит к тому, что человек живет не столько в реальности, сколько в повторении уже знакомых состояний. И чем сильнее закреплен цикл, тем менее заметно, что он вообще существует. Разрыв цикла происходит не за счет усилия или попытки сделать по-другому. Он происходит в тот момент, когда система по какой-то причине не воспроизводит привычную реакцию. Это может быть очень короткое состояние, едва заметное. Но именно в нем цикл не замыкается. Нет автоматического перехода к знакомому сценарию, и за счет этого появляется возможность для другого восприятия и другого ответа. Такая цикличность нервной системы — это не просто повтор поведения, а способ, которым формируется сама реальность человека. И пока этот цикл не виден, он воспринимается как естественный ход жизни. Но как только становится заметно, что все запускается из одного и того же состояния, появляется понимание. Дело не в событиях, а в том, как система снова и снова их собирает. Иногда этот цикл на мгновение прерывается сам по себе. Это очень короткий момент, когда нервная система не успевает воспроизвести привычную реакцию.
Нет автоматического напряжения, нет знакомого импульса, нет привычного ответа. Это не расслабление и не попытка успокоиться. Это просто отсутствие старого сценария. Такие моменты обычно проходят незаметно, потому что в них нет привычного содержания, ни мыслей, ни ярких эмоций. Но именно в этот момент восприятие перестает идти по старому кругу. Это состояние можно назвать нулевым. Не в смысле какой-то мистики или особого опыта, а как момент, в котором нет прошлого, которое управляет настоящим. Нервная система в этот момент не повторяет старую модель, а остается без готового ответа. И из-за этого реальность ощущается иначе. Не как продолжение привычного, а как что-то более открытое и незафиксированное. Дыхание здесь просто показывает, в каком состоянии находится система. Когда есть напряжение, дыхание сбивается, становится поверхностным или зажатым. Когда система спокойнее, дыхание становится мягче. А в те самые короткие моменты нуля оно может на секунду почти исчезать из восприятия. Не потому что его специально остановили, а потому что система перестала удерживать привычный режим. Важно понимать, что речь не о том, чтобы поймать это состояние или научиться его удерживать. Любая попытка сделать это превращается в новую форму контроля, а значит, снова включает старый паттерн. Смысл в другом — начать замечать, что такие моменты уже есть, что не все происходит автоматически и неизбежно, что между привычными реакциями иногда появляется пространство, в котором система еще не решила, как будет дальше. Именно здесь начинает меняться само восприятие. Когда становится видно, что реакции запускаются автоматически и повторяются по одной и той же схеме, меняется не поведение, а точка, из которой все происходит. Внимание перестает быть полностью захваченным содержанием и начинает фиксировать сам процесс. Как возникает импульс, как включается реакция, как следом появляется мысль. В этот момент сдвигается сама траектория. Раньше она собиралась из привычного состояния нервной системы и вела к тем же решениям и тем же результатам. Теперь в системе появляется зазор, короткий промежуток, в котором нет мгновенного перехода к знакомому сценарию. И этого уже достаточно, чтобы цепочка не замкнулась автоматически. Реальность в таком случае перестает быть продолжением прошлого и начинает собираться иначе. Не за счет контроля и не за счет усилия, а потому что исходное состояние, из которого формируется восприятие, становится другим. Меняется не отдельная реакция, а сама основа, из которой они возникают. И вместе с этим постепенно меняется направление жизни. Не скачком, а через сдвиг в том, как каждый следующий момент складывается изнутри. И в этот момент становится заметно то, что раньше ускользало. События могут оставаться теми же, люди теми же, обстоятельства похожими. Но переживание уже не повторяется по прежней схеме. Там, где раньше автоматически включалось напряжение, появляется нейтральность. Там, где раньше была жесткая реакция, возникает пауза без внутреннего давления. Это не новое поведение, а другое исходное состояние, из которого все происходит. Из-за этого меняется сама логика движения. Раньше она была замкнутой. Одно состояние вело к одной и той же реакции. Реакция — к тем же решениям. Решение — к тем же результатам. Теперь цепочка перестает быть жесткой. В ней появляется вариативность. Не за счет выбора в привычном смысле, а потому что система больше не зафиксирована в одном сценарии. И даже небольшие сдвиги в этом состоянии начинают постепенно менять траекторию. Появляется ощущение, что жизнь перестает тащить в знакомую сторону. Не потому что стало легче или лучше, а потому что исчезает прежняя предопределенность. То, что раньше казалось неизбежным, перестает быть единственным вариантом. И это ощущается не как резкий поворот, а как постепенное расхождение с прежней линией.
Со временем становится видно, что меняются не только отдельные реакции, но и сами ситуации, в которые ты попадаешь. Не потому, что ты их специально выбираешь, а потому что изменилось состояние, из которого формируется восприятие и действие. Реальность начинает складываться иначе, потому что исчезает необходимость снова и снова подтверждать прежний внутренний фон. И именно здесь возникает ключевой сдвиг. Внимание перестает быть направленным только на внешние события и начинает различать, из какого состояния они собираются. Это не контроль и не управление. Это способность видеть сам процесс формирования. И когда этот процесс становится видимым, исчезает ощущение, что все происходит само по себе и неизбежно. В итоге меняется не только то, что ты переживаешь, но и сам способ, которым ты находишься в жизни. Не как участник повторяющегося сценария, а как точка, из которой этот сценарий вообще возникает. И это уже другой уровень восприятия. Не про изменение отдельных элементов, а про изменение самой основы, из которой они складываются. Мы привыкли жить внутри мыслей, планировать, анализировать, оценивать, сравнивать, и в какой-то момент начинаем считать, что это и есть мы. Но мысль не источник. Она лишь отражение. Книга «Путь сознания. Выход за мысль» не о том, как думать правильнее, и не о том, как улучшить себя. Она о том, как выйти за пределы привычного мышления и впервые по-настоящему соприкоснуться с тем, что осознает. Эта книга родилась не из теории и не из пересказа чужих учений. Она выросла из прямого опыта наблюдения, тишины, внимания и постепенного распознавания того, что остается, когда мысль отпускается. Здесь нет мотивации, нет обещаний быстрых изменений и нет попытки убедить. Есть путь. Спокойный, честный. Иногда непростой, потому что он ведет не к образам, а к реальности. «Путь сознания» — это книга не для ума, а для распознавания. Она не требует веры, не требует согласия и не требует отказа от привычной жизни. Наоборот, она возвращает к жизни, которая проживается прямо сейчас, а не в мыслях о прошлом или будущем. По мере чтения может происходить странное. Мысли начинают замедляться, внимание становится шире, появляется ощущение тишины не как пустоты, а как живого присутствия. Не потому что книга что-то делает, а потому что она указывает туда, где ты всегда был. В этой книге нет линейного сюжета. Каждая глава — это отдельная настройка восприятия. Ты можешь читать ее по порядку или открывать с любого места, возвращаться, останавливаться, читать медленно. Это не текст, который нужно понять. Это текст, с которым важно быть. Выход за мысль — это не отказ от мышления. Это возвращение на уровень глубже, где мысль перестает управлять, а становится инструментом. Где появляется ясность без напряжения. Свобода без борьбы. И радость не как эмоция, а как естественное состояние присутствия. Если эта книга откликнулась тебе, значит, ты уже на пути. Осталось лишь перестать искать ответы вовне и позволить вниманию вернуться туда, где все начинается.